В этом видео я расскажу о важности такого параметра, как CTR. В одном из прошлых видео я говорил, что такое CTR. Это кликабельность объявления или аббревиатура от Click-Through Rate. Кликов на показ, количество кликов на показы вашего объявления. Да, снова же таки было 10 показов объявления, 3 клика, вот 30% CTR. CTR один из основных параметров в контекстной рекламе. От него пляшут очень многое. При низком CTR объявления будут показываться редко, будет низкий показатель качества, цена за клик будет дорогая и, возможно, даже показа вообще не будет. При высоком CTR, наоборот, все круто. Что влияет на CTR наибольшим образом? Конечно же, текст наших объявлений. И для повышения CTR самый простой способ повышения CTR – это тестирование объявлений. Когда мы берем и постоянно у нас по 2 объявления тестируются, и мы определяем, какое объявление лучше, какое объявление хуже. То есть мы берем в одном объявлении, обращаемся к клиенту одним способом, в другом, к примеру, давайте приведу пример, чтобы было понятно. Я продаю там, скажем, обогреватели, бытовые обогреватели. И я беру, значит, в одном объявлении пишу, что это энергоэффективный обогреватель с низким расходом электричества. Вот так вот пишу, да. А в другом объявлении я пишу, например, в цифрах, да. 200 ватт, потребляет всего 200 ватт, выделяет там 180 ватт тепла. Это просто, к примеру, я сейчас не думал о цифрах, которые произносил. Так вот, и через какое-то время мы пускаем эти 2 объявления и смотрим. И смотрим, например, у первого объявления CTR 5%, у второго, например, 6%. Что мы делаем дальше? Мы останавливаем первое объявление и пишем второе объявление. Еще лучше стараемся. То есть мы, цифры работают. А давай попробуем теперь цифры как-то по-другому, немножко их перефразировать. Опять несколько недель у нас эти объявления переключались, смотрим, уже было там 6%, 8% стало. Класс, пробуем написать еще больше. И вот таким постепенным процессом постоянного сравнения теста, это CTR, то CTR растет. Поверь мне, работа с CTR очень важна. А теперь задумайся на секунду. Если у тебя CTR 10%, это уже неплохой показатель. Так вот смотри, если у тебя CTR 10%, что это означает? Что из 10 людей, которые ищут твои товары, твои услуги, лишь 1 переходит на твой сайт. 1 из 10. Задумайся, 1 из 10. А 9 других уходят к твоим конкурентам или в основную выдачу поисковой системы. 9 уходят, 1 к тебе. Если у тебя CTR, например, 40%, 4 из 10 приходят к тебе, 6 уходят. Можно задать вопрос, какой же CTR считать нормальным, какой считать ненормальным. В принципе, я считаю CTR больше 5%, это такой необходимый минимум. Естественно, все зависит от сферы. Ты мне можешь сейчас привести с десяток сфер, где CTR очень низкий, десяток сфер, где CTR очень высокий. Но, тем не менее, средние по палате цифры примерно такие. То есть 5% это тот минимум, если меньше 5, это вообще нужно переделать рекламу. 10-15% это, в принципе, нормальный CTR для большинства бизнесов. В некоторых нишах, в некоторых сферах мне удалось добиваться 40, 50, даже 63%. 63% был абсолютный максимум, рекорд по брендовым запросам CTR. То есть из 10 людей 6 переходило по запросам. От CTR зависит очень много. Я уже это говорил, я буду говорить это еще в следующих видео. С низким CTR тебе не достичь высокого качества, высокого показателя качества. От качества напрямую зависит цена твоих объявлений. Поэтому с низким CTR ты будешь всегда переплачивать за каждый клик по твоему объявлению. С высоким CTR ты будешь платить за каждый клик дешевле. Это математическая закономерность, я ее продемонстрирую в одном из следующих видео. На CTR положительно влияют обращение людей. На CTR положительно очень влияет размер объявления. Ты можешь с помощью бесплатных расширений в Google Ads увеличивать размер объявления. Это комплексно влияет на увеличение твоего CTR. В своем курсе я рассматриваю множество способов, как увеличить CTR, какие есть пути работы с ним. Кстати, если тебе интересно, почему именно показатель качества очень сильно влияет на стоимость твоего клика, ты можешь посмотреть мой бесплатный вебинар, ссылку я размещу под этим видео, или дождаться одного из следующих видео на YouTube, где я расскажу о влиянии этого показателя качества. В принципе, это все, что я хотел сказать о CTR. Подписывайся на мои видео, ставь колокольчик, чтобы эти видео видеть упоминания о них. На этом все. Пока.